Дональд Трамп готовится завершить операцию против Ирана, не добившись ядерного соглашения. Санкций не будет. Президент Сербии Вучич заявил, что визит Зеленского не привел к изменению курса Белграда в отношении России. Киев сделает все дешевле и быстрее. Американские производители ракет Patriot не хотят передавать Украине лицензии. Российские базы в Сирии станут совместными тренировочными центрами. Спустя 1,5 года меморандум подписан. В Польше прошли масштабные акции протеста против роста насилия и языка вражды в отношении украинцев. Во Франции на фоне масштабных лесных пожаров задержаны 400 человек по подозрению в поджогах. Не делайте маме нервы. Непослушный медвежонок Мамото из японского зоопарка стал новой звездой соцсетей. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Дональд Трамп готовится завершить операцию против Ирана, не добившись ядерного соглашения, но при условии, что Иран гарантирует полное открытие Ормузского пролива, сообщает издание The Wall Street Journal. По словам американских чиновников, Белый дом скорректировал свою главную цель. Вместо того, чтобы добиваться более широкого ядерного соглашения, он сосредоточился на восстановлении коммерческого судоходства через Ормузский пролив. Этот поворот, по данным издания, последовал после закрытых обсуждений, в ходе которых Трамп сообщил своим советникам, что официальное ядерное соглашение больше не является обязательным условием для прекращения боевых действий. По данным представителей Белого дома, удары США уничтожили 3 основных объекта ядерной программы, лишив Тегеран возможности немедленно продолжить обогащение урана, а оставшиеся глубоко под землей материалы стали недоступны. Кроме того, Вашингтон исходит из того, что возможности американской разведки по отслеживанию ситуации, а также сохраняющейся угрозы военного вмешательства, будет достаточно в качестве долгосрочного сдерживающего фактора против любых попыток Ирана восстановить свою ядерную инфраструктуру. Несмотря на тупик в переговорах, американские официальные лица указывают, что Вашингтон по-прежнему готов согласиться на бессрочное прекращение огня и снятие портовой блокады при условии полного восстановления судоходства, сохраняя экономическое давление и одновременно пытаясь обеспечить выход из войны. Иран намерен сохранять контроль над Ормузским проливом до тех пор, пока противник не выполнит требования Тегерана и не признает свое поражение. Об этом заявил представитель корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби, которого цитируют иранские СМИ. По его словам, Иран уже заставил противника отказаться от всех ранее заявленных целей, а теперь тот якобы пытается добиться восстановления полноценного судоходства через пролив. Тегеран таким образом связывает открытие одного из важнейших мировых транспортных маршрутов с выполнением своих требований. Контроль над проливом Иран усилил 28 февраля, после совместных ударов Израиля и США по иранской территории. Тогда Тегеран запретил безопасный проход через пролив Судам, принадлежащим США и Израилю, либо связанным с этими странами. Президент Ирана Масуд Пезешкиан утверждает, что отношения Тегерана с соседними странами постепенно улучшаются, несмотря на напряженность в регионе. При этом он фактически признает, что действия самого Ирана стали одной из причин осложнений в отношениях с государствами Персидского залива. По словам Пезешкиана, Тегеран наносил удары по американским военным объектам, расположенным на территориях других стран, поскольку именно оттуда, как утверждает иранский президент, наносились удары по Ирану. Пезешкиан заявил, что Иран считает такие действия оправданными, хотя и признает их негативные последствия для дипломатии с соседями. Да мы нанесли удары по американским базам, расположенным на территориях разных стран. И, конечно, это вызвало недовольство этих государств, ведь удары пришлись по их территории. Но мы не оправдываем свои действия, мы считаем, что были правы. С их территории по нашей стране наносились удары. И хотя сами эти государства напрямую не атаковали Иран, нападения осуществлялись с их территории. Мы не могли просто позволить этому продолжаться и ничего не делать. Мы должны были ответить, чтобы подобное больше не повторялось. И это, конечно, несколько осложнило дипломатические отношения. Несмотря на это, наши отношения со странами региона снова улучшаются, по крайней мере, по сравнению с периодом войны. С Пакистаном сейчас идет полноценное сотрудничество. С Афганистаном отношения также очень хорошие. С Туркменистаном хорошие. Что касается Азербайджана, во время войны он сначала полностью закрыл все маршруты и приостановил работу нашего банка. Мы связались с ними, поговорили, и буквально через 2 часа все снова открылось. Банк заработал, границы и маршруты были открыты. Во время войны Азербайджан также помогал нам, предоставляя различные маршруты, как российские, так и свои, и оказывая необходимое содействие. То же самое касается Ирака. Если бы не этот процесс региональной дипломатии, учитывая то, в каком положении находится Иран и насколько он фактически окружен, трудно представить, откуда могла бы поступать эта помощь. Американские производители Patriot не хотят передавать Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков.
Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на республиканского чиновника. По его данным, компании Raytheon и Lockheed объясняют свои опасения риском кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Однако чиновник добавил, что настоящая причина кроется в опасениях компаний, что Украина найдет способ усовершенствовать Patriot, после чего наладит массовое производство и будет делать ракеты значительно быстрее и дешевле, чем США. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что договорился с Трампом о предоставлении Украине лицензии на производство Patriot. Однако Вашингтон пока официально этого не подтвердил. При этом даже после получения лицензии развертывание массового производства займет годы. Как минимум 10 человек погибли и 15 получили ранения при ударах хуситов по порту Моха на юго-западе Йемена, сообщил арабский телеканал Аль-Арабия со ссылкой на йеменского военного представителя. По его словам, во время атаки использовались баллистические ракеты, беспилотники и заминированный катер. В материале говорится, что всего было совершено более 20 атак дронами на гавань и окрестности. Катер пытался атаковать пирс, а дроны нанесли удары по жилым домам работников порта и зданию, где проживает персонал полевого госпиталя. Силы ПВО йеменской армии сбили несколько аппаратов. Есть пострадавшие среди сотрудников гавани. Ранее сообщалось, что хуситы из йеменского движения Мансар-Аллах атаковали порт Моха на побережье Красного моря. Удары были нанесены ракетами и беспилотниками. Порт Моха находится в провинции Таиз, на юго-западе Йемена, и контролируется силами международно признанного правительства страны. Сирия и Россия подписали меморандум о взаимопонимании, определяющий реорганизацию российского присутствия на сирийском побережье. Гражданские объекты, аэропорт Хмеймим и 4-й коммерческий причал в порту Тартус переходят под управление Дамаска, а военные базы преобразуются в совместные центры обучения и подготовки. Меморандум устанавливает срок не более 3 месяцев для завершения перехода, после чего новые условия вступят в силу. МИД Сирии назвал соглашение самым важным событием за те 1,5 года, пока шли переговоры. Напомним, что соглашения о размещении объектов были заключены Москвой с правительством Башара Асада сроком на 49 лет. После смены власти в Сирии российские войска быстро покинули свои позиции. В частности, россияне бросили форпосты и вспомогательные объекты, разбросанные по всей стране. Основные усилия Москва направила на сохранение контроля над 2 стратегически важными объектами на Средиземноморском побережье: авиабазой Хмеймим возле Латакии и военно-морской базой в Тартусе. Сейчас эти объекты больше не будут полноценными автономными военными базами Российской Федерации, а станут центрами совместной военной подготовки. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что визит Зеленского не привел к введению изменения курса Белграда в отношении России. На прошлой неделе, напомним, президент Украины приехал с визитом в Сербию, впервые за 7 лет, прошедший с его победы на выборах в 2019 году. Принимавший его лидер страны Александр Вучич вновь заявил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но в очередной раз отказался осудить российскую агрессию или пообещать присоединиться к санкциям против России. Давайте проанализируем, что мы вчера потеряли из-за приезда Зеленского. Ввели ли мы санкции против России? Нет. Что мы получили? Для тех, кто изображает из себя националистов, которые приветствовали арест Милошевича и сербских генералов, мы получили вот что. Приштина до сих пор наиболее резко отреагировала на Зеленского. Но их даже это не интересует, хотя они постоянно говорят о Косово и Метохии. Я не хочу служить никому, ни Англии, ни Германии, ни Америке, ни России. Я служу только Сербии. Запомните это раз и навсегда. Они говорят мне о нищете и бедственном положении те, кто довел страну до нищенской суммы, а я поднял ее с нуля. Что вы от меня хотите? Думаете, мне важно, сколько я буду находиться у власти? Нет. Меня интересует, что думают люди в Сербии. Я бы отдохнул от этого лицемерия. Те же самые газеты еще вчера писали, почему Вучича нет с Зеленским, почему он с русскими и китайцами. А потом за один день все изменилось. И это будет новая тема, которую они придумают. В 22 городах Польши прошли масштабные акции протеста против роста насилия и языка вражды в отношении украинцев и представителей других меньшинств. Демонстрации под лозунгом «Не будьте безразличными» организовал Комитет защиты демократии. Акции проходят в таких крупных городах, как Варшава, Краков, Гданьск, Познань, Вроцлав, Люблин, Лодзь. Главная цель активистов – выразить солидарность с теми, кто подвергается дискриминации, и остановить волну словесного и физического насилия через происхождение, язык или внешность. Во время акции участникам раздают наклейки с лозунгом «Не будь безразличным». Их призывают размещать на дверях магазинов, заведений и автомобилей.
Это должно стать знаком для украинцев, что в этих местах они могут рассчитывать на защиту и помощь. Протесты стали ответом на серию нападений на украинцев, произошедших в Польше в последнее время. Среди самых резонансных случаев – нападение на 2 граждан Украины во Вроцлаве, избиение бейсбольной битой в Гливице, оскорбление украинских детей в пассажирском автобусе в Бельско-Биала. Исследования исследовательских центров, в частности, Варшавского университета, также подтверждают резкий рост языка вражды по отношению к украинцам в польских соцсетях. Во время акции «Моя Польша» не бьет, не оскорбляет, не подстрекает. В Варшаве организаторы передали в канцелярию премьер-министра и МВД петицию. Ее подписали более 11 тысяч человек с требованием к правительству принять жесткие меры для защиты иностранцев от насилия. Российские предприятия начали привлекать организованные бригады женщин из Северной Кореи для работы на производстве. Группы до 40 работниц предлагают компаниям через услуги объявлений для конвейерного производства, пищевой и швейной промышленности, а также сельского хозяйства. Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что работодателю придется обеспечить работницам изолированное место жительства, отдельный этаж здания или отдельное сооружение. Кроме проживания, работодателю придется также организовать адаптацию и обучение женщин перед началом работы. Привлечение женских бригад из Северной Кореи свидетельствует о том, что дефицит рабочих рук в России продолжает обостряться. Ранее в страну уже прибывали трудовые бригады, укомплектованные только мужчинами из КНДР. Список теперь расширили и на женщин. Параллельно с военным сотрудничеством Пхеньян и Москва наращивают и трудовое. Сотни жителей Сеуты в воскресенье вышли на демонстрацию с требованием срочно решить миграционный кризис в испанском анклаве. Акция прошла под лозунгом «Хватит, Сеута не сдастся». На площади Конституции собрались представители 4 религиозных общин, профсоюзов и местных властей. Участники размахивали испанскими флагами и призывали правительство страны и европейские институты вмешаться в ситуацию. Организаторы заявили, что Сеута самостоятельно не справляется с кризисом, масштабы которого уже выходят далеко за пределы возможностей небольшого анклава. По данным испанских властей, 30 июля до 72 тысяч мигрантов пытались незаконно попасть в Сеуту из Марокко по суше и морю. Десятки людей погибли в давке. Большинство прибывших уже вернулись в Марокко, однако сотни несовершеннолетних без сопровождения по-прежнему остаются в Сеуте. Испанские власти рассчитывают в ближайшие недели перевести часть детей и подростков на материковую часть страны, чтобы разгрузить переполненные центры размещения. Сеута не может самостоятельно справиться с ситуацией, которая намного превосходит ее возможности и затрагивает всю Испанию и Европу. Поэтому посредством этого мирного гражданского собрания мы призываем правительство Испании, европейские институты и все государственные органы срочно отреагировать на реальность, с которой столкнулся наш город. Сеута — многообразный город. Город, построенный на протяжении поколений людьми, которые молятся по-разному, придерживаются разных обычаев и происходят из разных слоев общества, но при этом разделяют одну и ту же землю, одно и то же чувство общности, один и тот же флаг и одну и ту же судьбу. Лесные пожары продолжают полыхать сразу в нескольких регионах Испании и Франции. На востоке Испании, в провинции Кастильон, огонь за несколько дней распространился на площадь около 684 гектаров, из-за чего из города Кати эвакуировали около 700 человек. Еще один крупный пожар бушует на юге страны, в провинции Уэльва, где огнем охвачено около 8 тысяч гектаров. Практически все жители были вынуждены покинуть населенный пункт Беракаль. При этом власти организовали временный доступ в эвакуированные районы, чтобы люди могли забрать вещи и позаботиться о животных. К тушению пожаров привлекли авиацию, однако ситуацию осложняют сильный ветер и низкая влажность воздуха. Дополнительную опасность для пожарных на востоке страны представляют неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся со времен гражданской войны в Испании. При этом власти Валенсии рассчитывают, что изменение погодных условий и повышение влажности поможет сдержать распространение огня. Пожары также продолжаются в других регионах Испании, включая горный массив Сеговии и провинцию Уэльва. Во Франции на фоне масштабных лесных пожаров полиция задержала более 400 человек по подозрению в умышленных или случайных поджогах. Среди них 166 несовершеннолетних. Один из самых показательных случаев – задержание 20-летнего мужчины, которого обвиняют в том, что за 5 дней он намеренно устроил 10 пожаров на юго-востоке страны. Если его признают виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы и штраф в размере 150 тысяч евро. Усиленные муссонные дожди, вызванные тайфуном «Дельфин», затопили Манилу и другие районы западной части Филиппин. В Кесон-Сити, который входит в столичный регион, вода в некоторых низинных районах и возле ручьев поднялась до уровня пояса. Из-за угрозы дальнейшего подъема воды власти эвакуировали десятки тысяч жителей из районов, расположенных возле притоков и в зонах повышенного риска наводнений. По данным Национального агентства по чрезвычайным ситуациям,
От проливных муссонных дождей по всей стране пострадали около 100 тысяч семей. Сильные осадки продолжаются с 3 августа и усиливаются из-за взаимодействия муссона с несколькими последовавшими друг за другом штормами. Сейчас около 7 тысяч человек остаются в эвакуационных центрах по всей стране. За последнюю неделю из-за наводнений и оползней погибли как минимум 6 человек. Между тем, жители критикуют государственные программы защиты от наводнений, которые стали предметом политического скандала на фоне расследования возможных нарушений при реализации этих проектов. Я надеюсь, что правительственные проекты по борьбе с наводнениями наконец-то реализуются должным образом, чтобы больше никто не пострадал. Идет сезон муссонных дождей. И после того, как во время предыдущего шторма был поврежден навес, нам трудно оставаться дома. Поэтому мы вынуждены эвакуироваться всякий раз, когда идет дождь. Эвакуироваться также сложно, когда уровень воды становится слишком высоким, поэтому мы просто решили уехать. Вчера, когда мы решили эвакуироваться, уровень воды уже был почти до щиколоток. В Британской Колумбии объявили чрезвычайное положение из-за пожара Болт Рейндж, который за одну ночь почти удвоился в размерах. Огонь уже охватил около 10 тысяч гектаров и продолжает распространяться. Из-за пожара людей эвакуируют из Саммерленда, Пичленда и других районов к западу от озера Оканаган в южной части провинции. Именно этот регион производит большую часть вина Британской Колумбии и является вторым по величине винодельческим регионом Канады. Один из представителей пожарной службы сравнил ситуацию со взрывом бомбы. Он описал пламя, которое поднималось на 60 метров и выше, а сам пожар создает собственную погодную систему, которая вызывает молнии, еще больше подпитывающие огненную стихию. Чрезвычайное положение дает правительству провинции дополнительные полномочия. В частности, власти могут ограничивать передвижение, контролировать поставки, предотвращать необоснованное повышение цен и координировать спасательные работы. Пожар Болт Рейндж стал крупнейшим эвакуационным событием этого лета. Всего из-за пожаров в Британской Колумбии свои дома были вынуждены покинуть более 20 тысяч человек. Прислушайтесь к рекомендациям и распоряжениям. Они предназначены для вашего собственного благополучия. Это также помогает нашим пожарным, когда им нужно бороться с огнем. И в интересах наших жителей, чтобы у них все было готово к работе. Добежать до двери или уже быть в машине. И в любой момент, чтобы можно было уехать. Я знаю, что сейчас только начало августа. Помню, в прошлом году у нас были пожары, даже в сентябре. Поэтому мы очень бдительны. Но жители должны знать, что мы готовы и пытаемся контролировать ситуацию. В Калифорнии десятки корги устроили настоящий забег на ярмарке округа Йола в городе Вудленд. Соревнования прошли в рамках национальной серии спринтерских гонок «Корги», где четвероногие участники боролись за звание самого быстрого. Всего на старт вышли 40 собак. Они прошли отборочные забеги, полуфиналы и финал. Некоторые корги мчались к финишу изо всех сил, а другие по дороге успевали отвлечься на соперников, побегать в сторону или даже устроить небольшую потасовку. Хозяева тем временем всячески подбадривали своих питомцев, размахивая игрушками, полотенцами и лакомствами у финишной линии. Корги изначально были выведены в Уэльсе для выпаса скота, а их невысокий рост помогал им уворачиваться от ударов копыт. Победителем чемпионского забега стал опытный участник по кличке Тони. Тони участвует в гонках в хорошей форме. Он выиграл много гонок за свою карьеру. Сейчас ему 8 лет, и мы просто счастливы, что он так силен, здоров и любит гонки. Тони выиграл предварительные заезды и занял первое место. В полуфинале он тоже был первым. И в финале в 19:00 он снова был первым. Он бегает с 2 лет, и ему это очень нравится. Он лает и бежит, чтобы попасть в будку и помчаться по дороге. Обычно он бегает, но сегодня он немного кусался. Это было что-то новенькое. Многие корги любят устраивать небольшие стычки или говорить: «Эй, я здесь, и я иду первым. Уступите мне дорогу». Или толкать друг друга. Иногда это очень забавно. А другие просто идут прямо к финишной черте. Они очень сосредоточены. Им нужна эта вкусняшка в конце. В сети стремительно набирает популярность забавное и одновременно очень жизненное видео с семьей медведей из японского зоопарка. Пользователи шутят, что все дети одинаковые. Медвежонок по кличке Мамота надевает на голову дорожный конус, словно шлем, и носится по вольеру, врезаясь во все вокруг, в том числе в свою маму. На самом популярном видео Мамота пытается протащить свой конус внутрь берлоги. Мать с завидным терпением раз за разом забирает пластиковый предмет и выносит его обратно на улицу, запрещая нести игрушку домой. Мамота родился в декабре прошлого года и уже стал настоящей звездой зоопарка. Посетители не раз замечали, как он играет с дорожными конусами разных цветов. Видео вызвало настоящую волну как восторга, так и сочувствия среди пользователей. Некоторые родители сразу узнали в этой ситуации свои повседневные будни. Итальянские водолазы обнаружили у побережья Сицилии обломки древнеримского корабля,
возраст которого, как считается, превышает 2000 лет. Как отмечается, корабль был найден заваленным сотнями хорошо сохранившихся сосудов, которые использовались для перевозки таких товаров, как вино и оливковое масло. Министр культуры Италии Алессандро Джули назвал эту находку одним из важнейших подводных археологических открытий последних лет. Специализированные полицейские водолазы обнаружили корабль на глубине 46 метров после получения информации от рыбаков. Отмечается, что длина обломков может составлять около 20 метров, а ширина — около 6. Лучшие хайдайверы мира соревнуются в прыжках с 22-метрового водопада Плива в боснийском городе Яйце. Там прошли ежегодные международные соревнования по прыжкам в воду с высоты. Участники разгонялись на площадке над водопадом, выполняли акробатические элементы и входили в воду у подножия каскада. С высоты 22 метров полет длится около 2 секунд, а скорость перед погружением достигает примерно 70 км в час. Пока значительная часть Европы борется с аномальной жарой и лесными пожарами, здесь, в Яйце, у водопада, где Плива впадает в Авербас, царит приятная прохлада. Именно поэтому многие туристы приезжают в Яйце, чтобы спастись от жары, освежиться и осмотреть многочисленные культурные и исторические достопримечательности города. Здесь действительно есть что посмотреть и изучить. Победителем стал боснийский спортсмен Игорь Арсенич. Он назвал водопад Плива одним из самых красивых мест для прыжков в мире. Это уникальная вышка для прыжков. Одна из самых красивых. Позади нас водопад, а прыгаем мы здесь, в королевском городе. Как всегда, благодарю всех за теплый прием. Мы чувствуем себя как дома. Для зрителей соревнования стали еще и спасением от продолжительной жары и засухи на Балканах. Тысячи людей наблюдали за прыжками с берегов реки и площадок вокруг водопада. Плива находится в центре Яйца и считается одной из главных природных достопримечательностей Боснии и Герцеговины. В такую жару, когда все ищут, где освежиться, ничто не сравнится с этим водопадом. Сюда обязательно нужно приехать, чтобы насладиться его красотой и прохладой.